привет! С вами Вероника, и сегодня мы продолжаем с вами делать праздничный галстук и бабочку для мальчика. Так как видео получилось длинным, я разделила его на несколько частей. В первой части я рассказывала и показывала, как сделать крепление для них, то есть регулируемые эластичные ленты с крючками, на которые мы будем крепить галстук и бабочку. Также мы делали основу для узла галстука. И поэтому сегодня вторую часть видео мы начнем именно с галстучка. Сейчас мы будем отмерять длину галстучка. Какую длину галстука делать, вы определяете сами. Вот у меня есть коротенький галстучек, он 23 сантиметра. Этот галстучек я буду делать чуть-чуть побольше. Сделаю его 28 сантиметров, но прибавлю еще 1 сантиметр, чтобы закрепить его в нашу заготовочку для узла. Поэтому отмеряем 29 сантиметров. Теперь мы берем ленту с принтом меньшей ширины, у меня она 23 миллиметра, и отмеряем ее на сантиметр короче, чем лента темного цвета широкая. То есть, если у нас эта лента была 29 сантиметров, то белую мы отрезаем 28 сантиметров. На сантиметр короче. Теперь нам нужно заложить вот этот уголок. Для этого нам понадобится двухсторонний скотч. Лепим его на уголки. Теперь нам необходимо отмерить середину ленты. Нужно это было сделать заранее. Получилась лишняя липкая лента, я ее лишнюю срезаю. Вот такой уголок у нас получился. Теперь такой же уголок нам нужно сделать на белой ленте. Таким же образом. Отрезаем кусочек двустороннего скотча, лепим его на край, лишнее срезаем. Чтобы у нас получился одинаковый угол, необходимо приложить ленточку на ленточку, только лицевыми сторонами друг к другу, и заложить такой же уголок, чтобы он совпадал. Теперь берем двухсторонний скотч и клеим его на узкую деталь. Так как у меня двухсторонний скотч немного шире, я его сейчас срежу. До конца галстучка доходить не обязательно. Здесь мы будем сшивать, и двусторонний скотч нам будет только мешать, поэтому отрезаем его чуть ниже, на сантиметра 2 от края. А здесь лишнее я сейчас у себя обрежу. Берите двусторонний скотч либо в размер ленты, либо чуть-чуть меньше. Теперь нам необходимо наложить наши ленты
склеить друг с другом. Прикладывайте, не торопитесь. Защитную пленку с двухстороннего скотча сразу не снимайте. Постепенно, по мере приклеивания, чтобы вы ситуацию контролировали и клеили ровно посередине. Вот так замечательно у нас получилось. Проклеиваем хорошенько уголочек. Что сподвигло меня к такому красивому галстучку, это видео на завязывание красивых галстуков. Посмотрев эти видео, решила вот сделать вот такой замечательный галстучек. Берем иголку с ниткой, складываем пополам, делаем несколько складочек, но чтобы последний хвостик у нас уходил назад. Также складываем здесь от середины и прошиваем. Сильно не затягиваем. Теперь приступим к узлу. Обработаем край ленты вместе. На узел нам понадобится около 40 сантиметров каждой ленты. Вот я не закрепила нашу заготовку, можно ее закрепить. И удобнее будет, если вот это вот крепление будет спереди, чтобы ребенок мог сам себе застегнуть спереди и с правой стороны от себя, если ребенок правша. Поэтому закрепляем ленту клеевым пистолетом вот на этом уровне. Теперь она не будет туда-сюда ездить. Давайте приступим к сворачиванию. Эти ленты друг к дружке мы не прилепляем, потому что при складывании эта лента вот как бы ложится более свободно, и если их зафиксировать вместе, то будет некрасиво. Давайте мы зафиксируем сначала наш галстучек вот сюда, наносим горячий клей и фиксируем на нашей пластиковой заготовочке для узла. Дополнительно можно прошить, если у вас пластик не жесткий, прошейте. Буквально вот так одним стежком я закреплю нить, вывожу наизнанку. Сейчас вам покажу два рисунка, которые мы можем сложить. Выбирайте себе любой. Это будет у нас первая разновидность узла. Мы угол к углу прикладываем и начинаем обворачивать назад. Здесь у нас проходит параллельно вверху.
Здесь у нас уходит наверх лента, огибая верхнюю часть узла. Далее опускаем вниз, проходим здесь параллельно. Там из-за того, что не закреплено, убегает лента. Параллельно. Дальше уходим назад. Отсюда вниз. Параллельно вот этим линиям. Сзади ровно проходит, то есть ровно, параллельно верхней части. Уходим наверх. Вот он, наш первый узел. У меня убежало из-за того, что я не заклеила еще верхний уголок. То есть вот так это выглядит. Мы сейчас будем складывать другой узел. Я вам показываю просто разновидность еще одного. Вот на тот узел, который я только что показала, первый, на него уходит примерно 40 сантиметров ленты. Мы же сейчас будем закладывать немножко другой узел. К углу прикладываем ленту и вот наши вот эти уголки фиксируем клеем к пластиковой заготовке, чтобы у нас никуда ничего не убегало, не сдвигалось. Можно даже здесь вот немножечко отхватить белую ленту. Вот. Теперь следим, чтобы лента была строго посередине серой. То есть постоянно ее поправляя и начинаем складывать. Зафиксировали. Начинаем складывать назад. Здесь параллельно линии. Поворачиваем. Уходит у нас лента наверх, закрывает нашу пластиковую заготовочку. Следим за лентой, за белой. Возвращается лента вниз. Вот здесь вот оставляем где-то полсантиметра. Здесь полсантиметра, то есть оставляем равные промежутки. Уходит лента наверх, огибаем, складываем вниз. Так, я хочу зафиксировать. То есть вот оно, идеальное положение, оно мне понравилось. Я его фиксирую вот здесь. Также фиксирую белую ленту на изнаночной стороне. Опять-таки складываю. В эту сторону у меня уходит. Вот оно меня устраивает уже. Видите, да? Переворачиваю и фиксирую. На изнаночной стороне белую ленту и так, ушло у нас наверх. Видите, расстояния у меня равные, они у меня по 6-7 миллиметров. Также нам нужно продолжить и вот здесь. Обрезаем
ленту. Вот он, наш последний поворотик. Назад выравниваем все складочки. Все, получилось все ровненько. Поворачиваем и закрепляем край ленты. Наш галстучек готов. Вот таким образом его хозяин будет крепить его себе под воротничок рубашечки. В готовом виде. В готовом виде галстук у нас 32 сантиметра. Следующая часть этого видео будет посвящена галстуку бабочки в тон к этому галстуку, то есть это будет набор. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, не пропускайте новые видео, нажимая на колокольчик. Всем спасибо, пока-пока, до новых встреч!